Падме Амидала – одна из самых значимых и загадочных фигур во вселенной «Звездных войн». Как королева Набу, а затем сенатор республики, она сыграла важную роль в истории галактики. Но знаете ли вы, настоящее имя Падме Амидалы – Падме Набери. Она родилась на Набу в 46 году до битвы при Явине в скромной, но уважаемой семье. В момент, когда она была избрана королевой, Падме приняла новое имя Амидала, что стало частью ее официального титула. Традиция изменять имена была принята среди монархов Набу как символ новой личности, связанной с выполнением долга перед народом, и осталась за ней даже после того, как Падме покинула королевский трон и начала свою политическую карьеру в Сенате Галактической Республики, представляя родную планету. Интересно, что имя матери Люка и Леи ни разу не упоминается в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса. Один из самых удивительных фактов о Падме Амидале заключается в том, что она была избрана королевой в очень молодом возрасте, всего в 14 лет. При этом она не была самой юной королевой в истории Набу. Однако, несмотря на свой молодой возраст, Падме продемонстрировала ум, стойкость и решительность, что убедило народ Набу выбрать ее на этот пост. В итоге она оказалась блестящим политиком и лидером, и это оказалось ключевым фактором в ее успешной борьбе против вторжения Торговой Федерации. В юности Падме прошла серьезную боевую подготовку под руководством капитана Панаки, который был начальником ее охраны. Благодаря этим тренировкам она укрепила свое тело и освоила приемы самообороны, что не раз выручало ее в опасных ситуациях. Падме никогда не боялась применять свои боевые навыки, когда требовалось защитить себя или своих близких, а ее любимым оружием был бластерный пистолет, которым она умело пользовалась, сохраняя хладнокровие даже в самых напряженных ситуациях. Вы будете удивлены, но роскошные королевские наряды Падме были еще и практичными. Каждый предмет одежды и аксессуар служил тактическим целям. Ткани были разработаны из материалов, устойчивых к бластерному огню, а в украшения можно было спрятать записывающее устройство или даже генератор персонального щита. Более тяжелые платья могли использоваться в качестве физического барьера, в то время как изысканные головные уборы отвлекали внимание, упрощая замену королевы двойником. Падме всегда учитывала потенциальные угрозы, поэтому ее наряды были не просто стильными, но и обеспечивали дополнительную безопасность. Служанки королевы Набу играли гораздо более значимую роль, чем просто помощницы в ее повседневных делах. Помимо таких обязанностей, как помощь с прическами, макияжем и одеждой, они выполняли функции телохранителей и доверенных лиц королевы. Каждая из них также проходила специальную боевую подготовку, обучаясь самообороне и обращению с оружием, чтобы всегда быть готовой защитить свою королеву в случае угрозы. Кроме того, они часто выступали в качестве ее двойников, что было важной частью стратегии безопасности. Таким образом минимизировался риск для жизни самой королевы, особенно в период, когда политическая ситуация была нестабильной. Однако стать служанкой монарха Набу было не только большой честью, но и большим риском. И многие из них заплатили за это высшую цену, погибнув, защищая свою королеву. Роман «Тень королевы» подтвердил то, о чем фанаты и так давно подозревали. Квай-Гон Джинн ни на мгновение не был обманут маскировкой Падме в скрытой угрозе. Когда Бейл Органа понял, что Падме была замаскирована под одной из своих служанок, она призналась ему, что только один человек до него делал такое открытие самостоятельно. Это был Квай-Гон Джинн. Падме рассказала, что мастер-джедай понял это сразу, как только увидел ее в образе служанки. Теперь становится ясно, почему Квай-Гон так понимающе улыбнулся, когда Падме раскрыла гунганам, что она и есть королева Амидала. И это также объясняет его отношение к ней во время их совместных приключений. Первый год Падме на посту сенатора стал для нее настоящим испытанием. Многие хорошо помнили ее выступление в Сенате, когда она предложила вынести вотум недоверия канцлеру Валоруму, что привело к его отставке. Из-за этого Падме не доверяли, считая ее пешкой Палпатина.
К тому же торговая федерация активно работала над ее дискредитацией, распространяя клевету через свои медиаресурсы. Падме осознавала, что для успешной работы в Сенате ей необходимо либо принять свою роль марионетки и использовать влияние Палпатина, либо же дистанцироваться от него и поддерживать тех, кто открыто выступает против канцлера. Она выбрала второй путь, заручившись поддержкой Бейл Органа и Мон Мотмы, что в конечном итоге позволило ей завоевать доверие коллег благодаря своей преданности идеалам республики. Многие фанаты задавались вопросом, почему никто в республике не попытался освободить Шми Скайуокер между событиями скрытой угрозы и атакой клонов. Но Падме действительно хотела ей помочь. Еще до того, как стать сенатором, она пыталась освободить Шми и бороться с рабством на Татуине, что стало для нее важной задачей после общения с семьей Скайуокеров. Однако из-за своих обязанностей Падме не могла сама отправиться на Татуин, поэтому поручила эту миссию своей доверенной служанке Сабе. В итоге ей удалось освободить некоторых рабов, но она так и не смогла найти Шми, которая на тот момент была уже продана, и обрела свободу благодаря семье Ларсов. Красота Падме Амидалы в сочетании с ее силой характера и стойкостью вызывала восхищение у многих жителей республики. Даже солдаты-клоны, несмотря на свое искусственное происхождение, не могли оставаться равнодушными к таким женщинам, как Падме. В одной из вырезанных сцен «Войн клонов» был показан достаточно интересный и забавный момент, когда Энакин Скайуокер заметил изображение своей возлюбленной на корабле бракованной партии. Не веря своим глазам, он уточнил у Хантера, кто именно здесь изображен, и получил ответ, что это сенатор Набу Падме Амидала. Стиснув зубы, он тогда решил промолчать, дабы не вызвать лишних подозрений. Вполне возможно, что такая популярность Падме среди солдат-клонов началась с момента битвы на арене Джианозиса, когда они увидели ее в элегантном белом наряде, сражающуюся бок о бок с джедаями. Так или иначе, но этот яркий и смелый образ Падме из атаки клонов завоевал особую популярность среди фанатов «Звездных войн», став источником вдохновения для создания самых разных фанартов и очаровательных косплеев. Удивительно, но художник Брайан Эшмор создал изображение Падме и Энакина еще в 1993 году, за 6 лет до того, как они оба появились в трилогии приквелов. Данное художественное произведение предназначалось для набора коллекционных карточек и изображало Падме, держащую на руках маленького Люка, в то время как Энакин стоял на заднем плане, отбрасывая зловещую тень Дарта Вейдера. Как оказалось, работа Эшмора не вписывалась в приквелы, поскольку Энакин так и не увидел ни одного из своих детей до смерти Падме. Поэтому Джордж Лукас попросил, чтобы это изображение убрали из набора во избежание расхождений между его уже запланированной новой трилогией и материалами по «Звездным войнам» от других создателей. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.